Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, о чем думает женщина, и выбирать правильный ответ. На лекции чтения мы будем отвечать на вопросы к заданию и также будем заканчивать предложения из данных нам словосочетаний. 22번. 민수 씨, 어제 축구 경기 봤어요? 네, 저는 친구들하고 재미있게 봤어요. 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠. 수미 씨도 봤어요? 저도 봤어요. 우리 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 이겨서 다행이었어요. 다음 경기도 이기면 좋겠네요. 그럴 수 있겠죠? 그럴 수 있을까요? 다음 상대팀이 너무 잘해서요. Давайте переведем диалог на русский язык. 민수 씨, 민수, 어제 축구 경기 봤어요? Вы вчера смотрели матч по футболу? 네, да. 저는 친구들하고 재밌게 봤어요. Да, я с друзьями смотрел и было интересно. 우리 팀이 이겨서 더 좋았죠. Было интереснее, так как наша команда победила. 수미 씨도 봤어요? А вы, 수미, тоже смотрели? 저도 봤어요. Я тоже смотрела. 우리 선수 한 명이 다쳐서, так как наш спортсмен поранился, 걱정했는데 я беспокоилась. 이겨서 다행이에요. Но хорошо, что мы победили. 다음 경기도 이기면 좋겠네요. Было бы хорошо, если мы победили бы и в следующем матче. 그럴 수 있겠죠? Такое же возможно? 그럴 수 있을까요? Возможно ли? 다음 상대팀이 너무 잘했어요. Следующие соперники очень хороши. Итак, нам нужно ответить на вопрос, о чем думает женщина. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 우리 팀이 계속 이기면 좋겠습니다. Было бы хорошо, если бы наша команда будет продолжать выигрывать. Номер 2. 친구들과 같이 봐서 또 신났습니다. Было более весело, потому что смотрели матч с друзьями. Номер 3. 다음 경기는 이길 수 없을 것 같습니다. Скорее всего, будет невозможно выиграть следующий матч. Номер 4. 상대팀 선수가 많이 다쳐서 걱정했습니다. Спортсмен соперников поранился, и она за него беспокоилась. Итак, чтобы найти правильный ответ, нужно обратить внимание на ключевые слова диалоги, а именно, что именно сказала женщина. Давайте вместе вспомним. Итак, она говорила 축구 경기, футбольный матч. 선수 한 명이 다쳐서 걱정했는데 один из спортсменов поранился, и она беспокоилась. Но 이겨서 다행이었어요. Но хорошо, что мы победили. То есть поранился один из спортсменов их команды. Следующая ключевая фраза будет 다음 경기도 이기면 좋겠네요. Было бы хорошо, если бы мы победили в следующем матче. Итак, теперь мы знаем правильный ответ. 정답 – это номер 1. 우리 팀이 계속 이기면 좋겠습니다. То есть женщина при этом диалоге думала о том, что было бы хорошо, если бы наша команда продолжала выигрывать. Лексика в этом диалоге. 경기 – матч также может переводиться как соревнование. 선수 – спортсмен. 축구 선수 переводится как футболист. 야구 선수 – бейсболист. То есть, если просто в тексте встретите слово «сонцу», будет спортсмен. Если перед этим словом будет каким занятием спорта, допустим, 축구, футбол, сонцу, то будет футболист. 상대팀 – соперники или команда соперников. 23번. 우리 이제
그만 구경하고 가요. 오랜만에 여행 왔는데 벌써 가요? 자주 오기도 어려운데 미술관만 더 보고 가요. 오늘은 많이 봤으니까 미술관은 내일 봐요. 저는 좀 쉬었으면 좋겠어요. 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? Давайте переведем на русский язык. 우리 이제 그만 구경하고 가요. Давайте перестанем смотреть и пойдем. 오랜만에 여행 왔는데 벌써 가요? Мы так давно не были в путешествии и уже пойдем? 자주 오기도 어려운데 часто приезжать сложно. 미술관만 더 보고 가요. Давайте еще посмотрим музей и пойдем. 오늘은 많이 봤으니까 сегодня уже много посмотрели. 미술관은 내일 봐요. Давайте музей посмотрим завтра. 저는 좀 쉬었으면 좋겠어요. Мне хотелось бы отдохнуть. 그래도 조금만 더 보고 가면 안 될까요? Все равно можно еще немного посмотреть. Итак, о чем же думает женщина в этом диалоге? Давайте обратим внимание на ключевые слова. Она сначала говорит «그만 구경하고 가요». Давайте перестанем смотреть и пойдем. Дальше мужчина предлагает посмотреть еще музей, но женщина отвечает 많이 봤으니까 мы уже много видели. 미술관은 내일, в музей завтра. 쉬었으면 좋겠어요. Мне бы хотелось отдохнуть. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 미술관에 자주 오고 싶습니다. Она хочет часто посещать музей. Номер 2. 오랜만에 여행을 가고 싶습니다. Она хочет в путешествие, так как давно не ездила в путешествие. Номер 3. 미술관 구경은 내일 하고 싶습니다. Она хочет посмотреть музей завтра. И номер 4. 여행 가서 구경을 많이 하고 싶습니다. Она хочет много всего посмотреть, поехав в путешествие. 정답. По ключевым словам видно, что правильный ответ номер 3. 미술관 구경은 내일 하고 싶습니다. Теперь давайте немножко пройдем грамматику. В этом диалоге были такие фразы. 으면 좋겠다, 좋겠어요. Переводится это как «было бы хорошо, если бы» и всегда в прошедшем времени. Поэтому, допустим, было бы, если вы хотите сказать «было бы хорошо», если было бы холодно. 추웠으면 좋겠어요. Также можно перевести как «желательно», «хотелось бы». Например, 쉬었으면 좋겠어요. Хотелось бы отдохнуть или желательно отдохнуть. Грамматика «го 싶다» прибавляется к глаголу, переводится как «хотеть», «хотеть чего-либо». Например, если я хочу отдохнуть, можно сказать так: отдыхать, 쉬다. Прибавить «го 싶다» получается 쉬고 싶어요. Я хочу отдохнуть. Слово «кыман» переводится как «хватит», либо «перестать» или «переставать». 24번. 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. 다시 들으십시오. 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? 지금은
몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. 아, 그래요? 그런데 앞으로는 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. 죄송합니다. 요즘 배달할 물건이 많아서 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. Давайте переведем диалог на русский язык. 오늘 몇 시쯤 물건을 받을 수 있을까요? Сегодня во сколько можно получить посылку? 지금은 몇 시에 갈 수 있을지 잘 모르겠어요. Сейчас я не знаю, во сколько часов могу подойти. 아, 그래요? 아, да. 그런데, но 앞으로는 в следующий раз 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. Желательно, если вы заранее скажете, во сколько придете. 죄송합니다. Извините. 요즘 배달할 물건이 많아서 в последнее время очень много посылок и 도착 시간을 말씀드리기 좀 어렵네요. Сложно сказать, во сколько я смогу подойти. Итак, чтобы ответить на вопрос, о чем думает женщина, давайте обратим внимание на ключевые слова в ее вопросах и в ее ответах. Итак, 몇 시, во сколько 받을 수 있을까요? Можно получить. 앞으로는 впредь 오는 시간을 미리 알려주면 좋겠어요. Было бы хорошо, если вы заранее стали бы говорить, во сколько вы придете. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 물건을 빨리 보내야 합니다. Она думает, что надо быстро отправить посылку. номер 2. 물건은 오늘 중에 도착해야 합니다. Она думает, что посылка должна прийти в течение сегодняшнего дня. номер 3. 물건이 도착하는 시간을 미리 알려줘야 합니다. Она думает, что заранее нужно говорить время доставки посылки. номер 4. 물건을 많이 보낼 때는, когда нужно отправить много посылок, 전화를 해줘야 합니다. Нужно заранее звонить. 정답. Итак, правильный ответ номер 3. 물건이 도착하는 시간을 미리 알려줘야 합니다. В этом тексте нам повстречалось слово «물건», которое переводится как «вещь». На другом уроке мы уже встречались с этим словом и знаем, что в зависимости от смысла текста в предложении оно может переводиться как, допустим, «продукты». По-английски, если кто-то знает английский язык, наверное, вы знаете такое слово как «stuff». То есть «мульгон» переводится как «stuff». По-русски мы же все-таки смотрим на смысл в предложении. Например, «мульгон» может перевестись так же, как и «посылка». Давайте переведем на русский язык. 저는 휴일에, я на выходные, 친구 집에 가려고 합니다. Собираюсь в гости домой к другу или подруге. 친구와 같이 с другом или подругой 드라마를 보려고 합니다. Собираемся вместе посмотреть сериал. 이야기도 많이 할 겁니다. И также поговорить. 이야기할 겁니다 можно также перевести как поболтать. Итак, в этом задании нам нужно найти один из 4 вариантов, который подходит по смыслу к тексту. Давайте посмотрим сначала на ключевые слова. Так как текст короткий, их найти легче. Ключевые слова будут 휴일, выходные, 친구 집, гости домой к другу или подруге. 드라마를 보려고 합니다. Собираемся там посмотреть сериал. 이야기할 겁니다. И также собираемся поговорить или поболтать. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. номер 1. 저는 집에서 드라마를 보고 싶습니다. Я хочу посмотреть сериал дома. номер 2. 저는 친구에게 이야기를 하러 갈 겁니다. Я собираюсь к другу или подруге, чтобы что-то рассказать. номер 3. 저는 친구와 드라마 이야기를 할 겁니다. Я с другом или подругой собираюсь поговорить о сериале. номер 4. 저는 친구와 함께 휴일을 지내고 싶습니다.
Я хочу с другом или подругой вместе провести выходные. 정답. По ключевым словам мы уже знаем правильный ответ. Это номер 4. 저는 친구와 함께 휴일을 지내고 싶습니다. Лексика этого текста. 휴일. 휴일 может переводиться на русский язык как праздник, но также можно перевести как выходной день. 이야기를 하다. 이야기 – это будет как рассказ, хада – делать, то есть вы рассказываете, разговариваете, но иногда можно также перевести как болтать. Разговаривать, рассказывать, болтать. Давайте переведем на русский язык. 저는 내년에 대학교를 졸업합니다. Я в следующем году выпускаюсь из университета. 졸업을 하면 после выпуска 회사에서 일하려고 합니다. Я собираюсь работать в компании. 그래서 поэтому 요즘 последнее время 좋은 회사를 찾고 있습니다. Я ищу хорошую компанию. Итак, о чем говорится в тексте? Давайте, чтобы ответить на этот вопрос, сначала выделим ключевые слова. 내년에 대학교 졸업. В следующем году выпуск из университета. Поэтому 회사에서 일하려고 합니다. Собираюсь работать в компании. 회사를 찾고 있습니다. Ищу сейчас компанию. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 저는 학교에서 일하고 싶습니다. Я хочу работать в школе. номер 2. 저는 좋은 대학교를 찾고 싶습니다. Я хочу найти хороший университет. номер 3. 저는 졸업 후에 회사원이 되고 싶습니다. Я после выпуска хочу быть офисным работником. номер 4. 저는 내년에 학교를 졸업하고 싶습니다. Я в следующем году хочу выпуститься из школы. По ключевым словам мы знаем, что этот человек выпускается из школы и хочет работать в офисе. 정답. Поэтому правильный ответ номер 3. 저는 졸업 후에 회사원이 되고 싶습니다. Лексика этого текста. 회사. 회사 можно перевести как компания, но также можно перевести как офис. 회사원 – офисный работник. 졸업 – выпуск, либо выпускной. 입학 – вступление. Это может быть вступление либо в университет, или это школа. Если это школа, можно перевести как начало учебного года. 학교 – школа. Но заметьте, мы просто можем назвать университет тоже 학교, как школа. Но в зависимости от текста можно перевести как университет. Давайте переведем на русский язык. 민수 씨는 발이 아주 큽니다. У 민수 очень большая нога. 보통, обычно, 신발 가게에는 в обувном магазине 민수 씨 발에 맞는 신발이 없습니다. 맞는 신발, обувь по размеру. Получается, обычно в обувном магазине нет обуви по размеру ноги 민수. 그래서 поэтому 민수 씨는 민수 신발을 사는 것이 힘듭니다. Трудно купить обувь. Итак, давайте для начала найдем ключевые слова, чтобы правильно выбрать ответ. Ключевыми словами будут 발이 큽니다. большая нога. 신발 가게에 많은 신발이 없습니다. В обувном магазине нет по размеру ноги обуви. 신발을 사는 것이 힘듭니다. Трудно купить обувь. Итак, о чем же говорится в тексте? Давайте переведем 4 данных варианта. номер 1. 민수 씨는 조금 큰 신발을 좋아합니다. 민수 нравится обувь немного больше. номер 2. 민수 씨는 신발이 작아서 걷기 힘듭니다. 민수 сложно ходить, так как малая обувь. номер 3. 민수 씨는 가게에 신발을 사러 갈 겁니다. 민수 пойдет в магазин, чтобы купить обувь. номер 4. 민수 씨는 발이 커서 신발 사기가 어렵습니다. 민수 сложно купить обувь, так как у него большая нога. Итак, по ключевым словам мы знаем, что у Минсу большая нога, в обувном магазине нет обуви по размеру, и ему сложно купить обувь. 정답. Поэтому правильный ответ номер 4.
민수 씨는 발이 커서 신발 사기가 어렵습니다. 겨울에 기차를 타고 떠나는 눈꽃 여행이 있습니다. Итак, есть какое-то путешествие. Давайте переведем с конца предложения. 있습니다. Есть, когда 겨울에 зимой, что есть? 눈꽃 여행, путешествие со снежинками. На чем? На поезде. 기차를 타고. Зимой есть путешествие со снежинками на поезде. 눈꽃 여행은 기억, путешествие со снежинками, 즐거운 시간을 보내고 다음 역으로 가는 여행입니다. Это путешествие, где, затем по-русски мы тут ставим открытое, 기억, весело проводишь время и едешь до следующей станции вокзала. 첫 번째 역에서 내리면, выйдя на первой станции, 눈길을 산책하고 гуляешь по снежной дороге, 얼음 낚시를 합니다. и ловишь рыбу подо льдом. 다음 역에서는 на следующей станции 눈사람을 만듭니다. делаешь снеговика. 그리고 마지막 역에서는 따뜻한 차를 마십니다. и на последней станции пьешь теплый чай. Теперь давайте посмотрим на задание. У нас есть предложение, где вместо киок нужно поставить словосочетание так, чтобы оно подходило по смыслу с предложением. Предложение такое. 눈꽃 여행은 기억, 즐거운 시간을 보내고 다음 역으로 가는 여행입니다. Путешествие со снежинками – это путешествие, где 기억, весело проводишь время и едешь до следующей станции вокзала. Теперь давайте посмотрим на 4 предложенных варианта. Номер 1. 기차가 지나가서. поезд проезжает и. Номер 2. 기차를 기다려서. ожидая поезд. Номер 3. 기차역에 내려서. выходишь на станции вокзала. Номер 4. 기차역에 돌아와서. возвращаясь на станцию вокзала. Итак, из 4 вариантов, если вы заметили, есть выходишь на станции вокзала. То есть путешествие со снежинками – это путешествие, где делаешь что? Где выходишь на станции вокзала и затем весело проводишь время. 정답. Наш правильный ответ номер 3. 기차역에 내려서. И у нас получается такое предложение. 눈꽃 여행은 기차역에 내려서 즐거운 시간을 보내고 다음 역으로 가는 여행입니다. Путешествие со снежинками – это путешествие, где выходишь на станции вокзала, весело проводишь время и едешь до следующей станции вокзала. Чтобы ответить на задание, о чем говорится в тексте, давайте для начала выделим ключевые слова. Итак, 눈꽃 여행 – путешествие со снежинками. Что же это такое? 기차역에 내려서, где выходишь на станции вокзала, 시간을 보내고 проводишь время, 다음 역으로 가는 여행 и едешь до следующей станции. 첫 번째 역. На первой станции что же там делают? 눈길을 산책, гуляют по снежной дороге, 얼음 낚시 и ловят рыбу подо льдом. 다음 역. На следующей станции 눈사람, снеговик. 마지막 역. На последней станции 따뜻한 차, теплый чай. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 기차 안에서 볼 수 있는 것. Что можно увидеть в поезде? Номер 2. 기차를 다시 탈 수 있는 곳. Места, где можно опять сесть на поезд. Номер 3. 눈꽃 여행은 갈 수 있는 날. День, когда можно отправиться в путешествие со снежинками. Номер 4. 눈꽃 여행에서 할 수 있는 일. Чем можно заняться во время путешествия со снежинками? 정답. Правильный ответ номер 4. 눈꽃 여행에서 할 수 있는 일. Давайте переведем на русский язык. В этот раз у нас имейл. 제목, тема. 유학생을 위한 한국 전통 음악회. Традиционный корейский концерт для иностранных студентов. 유학생 여러분, 안녕하십니까?
Здравствуйте, дорогие иностранные студенты! 여러분을 위해서 для вас, студенты, 전통 음악을 공부하는 한국 학생들이 студенты, обучающиеся на корейской традиционной музыке, 공연을 합니다. устраивают концерт. 음악회는 концерт 다음 주 금요일에 있습니다. состоится на следующей неделе в пятницу. 오후 4시에 после обеда в 4 часа 시작해서 начинается 6시까지 합니다. и заканчивается в 6 часов. 3시 30분까지 до 3:30 한국대학교 강당으로 오시면 됩니다. приходите в 3:30 или до 3:30 в зрительный зал университета 한국. 음악회 끝나면 после концерта 우리를 위해 연주해 준 학생들과 함께 вместе со студентами, которые выступали на концерте, 저녁 식사를 할 겁니다. будет ужин. Получается, после концерта будет ужин вместе со студентами, которые выступали на концерте. 많은 참석 바랍니다. надеемся на ваше посещение. 한국대학교 한국어학과, университет 한국, факультет корейского языка. У нас задание такое. По какой причине с факультета корейского языка выслали этот имейл? Давайте ответим. И для этого переведем данные нам 4 варианта ответов. номер 1. 음악회를 계획하려고, чтобы запланировать концерт. номер 2. 음악회에 초대하려고, чтобы пригласить на концерт. номер 3. 음악회 참석을 확인하려고, чтобы проверить посещаемость концерта. номер 4. 음악회 참석에 감사하려고, чтобы поблагодарить за то, что пришли на концерт. 정답. Правильный ответ будет номер 2. 음악회에 초대하려고. Это письмо было выслано, чтобы пригласить на концерт. Теперь давайте выберем правильный ответ из 4 данных, тот, который подходит по смыслу к тексту. номер 1. 음악회는 3시 30분에 시작할 겁니다. концерт начнется в 3:30. номер 2. 유학생들이 한국 전통음악을 연주할 겁니다. иностранные студенты будут исполнять корейскую национальную музыку. номер 3. 음악을 공부하는 학생들을 위한 음악회입니다. концерт для студентов, обучающихся на факультете музыки. номер 4. 음악회를 한 후에 после концерта 다 함께 저녁을 먹을 겁니다. все вместе будут ужинать. 정답. правильный ответ номер 4. 음악회를 한 후에 다 함께 저녁을 먹을 겁니다. после концерта все вместе будут ужинать. Так как концерт для студентов иностранных, и иностранные студенты не будут исполнять корейскую музыку, а приглашены на концерт, и концерт начинается в 4, а не в 3:30. Сегодня на лекции аудирования мы с вами попрактиковались в ответе на вопрос «О чем думает женщина?». Чтобы правильно определить, о чем думает собеседник, нужно внимательно отнестись к его или ее словам. Сегодня на лекции чтения у нас были разнообразные задания. Мы находили правильный смысл текста из данных нам вариантов по ключевым словам и дополняли текст словами. Хоть задания были разными, во всех заданиях было важно определить ключевые слова, чтобы правильно ответить на заданные вопросы. Спасибо и всего вам хорошего!